Маленький львенок из последних сил мчался через сухую траву саванны. Позади уже раздавался визг и жуткий смех голодных гиен. Они почти настигли его. Еще мгновение, и хищники растерзали бы детеныша. Но вдруг появился тот, от кого никто не ожидал спасения. Хищники не сводили глаз с маленького силуэта. Они чувствовали страх детеныша и с каждой секундой приближались все ближе. Впереди среди выжженной травы стояло одинокое дерево акации с искривленным стволом и редкими колючими ветвями. Для взрослого льва оно не стало бы спасением, но для маленького детеныша это был единственный шанс. Львенок бросился к дереву и вцепился когтями в грубую кору. Лапы скользили, но он упрямо подтягивался выше. Гиены уже окружили дерево. Они кружили вокруг, подпрыгивали и щелкали зубами, издавая пугающий смех. Поднимаясь выше, львенок задел сухую ветку. Она треснула и поцарапала ему шею. Детеныш тихо пискнул от боли, но продолжил карабкаться, пока не добрался до узкой развилки ветвей. Там он прижался к стволу и замер. Внизу гиены терпеливо ждали. Они знали, что маленький хищник не сможет держаться на дереве бесконечно. Солнце поднималось все выше, и жара становилась тяжелее. Спустя долгое время гиены начали терять интерес, и одна за другой ушли в высокую траву. Но львенок все еще не решался спуститься. Его лапы дрожали от усталости, а когти едва держались за кору. Он тихо позвал мать, но вокруг была только бескрайняя саванна и ветер. Высоко в небе уже кружили грифы. Вдруг тишину нарушили тяжелые шаги. К дереву медленно подошел высокий жираф. Он остановился и внимательно посмотрел на дрожащего львенка. Затем жираф осторожно поднял длинную шею почти к самым ветвям. Львенок насторожился, но животное оставалось спокойным и неподвижным. Его мощная шея оказалась прямо под лапами детеныша. Несколько мгновений львенок колебался, потом осторожно опустился на шею жирафа, цепляясь когтями за жесткую гриву. Жираф медленно наклонился ниже. Через мгновение львенок спрыгнул на землю и быстро скрылся среди кустов. Спустя некоторое время по этой части саванны проезжал рейнджер по имени Алекс. Осматривая местность через бинокль, он заметил маленького львенка возле дерева. Детеныш выглядел слабым, а на его шее виднелась свежая рана. Алекс осторожно приблизился, взял львенка на руки и отвез его в спасательный центр. Ветеринары обработали рану, напоили детеныша и начали выхаживать его. Постепенно силы вернулись, шерсть стала густой и золотистой, а движения — уверенными. Когда молодой лев окреп, его выпустили обратно в дикую природу. Он вышел из транспортного ящика, вдохнул запах саванны и через мгновение исчез в высокой траве. Прошло время. Однажды Алекс отправился в патруль по каменистому ущелью. Осматривая склон, он уступился и упал между огромными валунами. Его нога оказалась зажата, а рация выскользнула из рук. Выбраться самостоятельно он не мог. Вскоре на краю скалы появились два силуэта — львица и молодой лев с густой золотистой гривой. Лев подошел ближе и посмотрел вниз, и Алекс узнал его. Это был тот самый львенок, которого он когда-то спас. Лев поднял голову и громко заревел. Его голос эхом разнесся по ущелью. На станции рейнджеров услышали необычные крики и отправились проверить источник звука. Вскоре спасатели нашли Алекса и помогли ему выбраться, а на вершине скалы еще некоторое время стояли два льва. Иногда в дикой природе память и благодарность оказываются сильнее страха.